Вот он. Вот это красота. Многие даже не слышали об этом. Смотрите, какой он симпатичный. Любители сыра вам понравится. Запоминайте, это нужно пробовать. Всем привет! Сегодня мы расскажем, что попробовать в Турции из еды. Мы собрали самые наши любимые блюда и будем их потихонечку пробовать и соберем все в один большой выпуск. Сразу совет. Ресторан, рассчитанный на туристов, легко вычислить по меню. Если цены указаны в евро, значит тут они завышены. Иногда совсем не оправданы. Будем пробовать турецкую пиццу, называется пиде. Она бывает с разными начинками. Ее пекут в традиционном виде длинных лодочек. Мы взяли одну сырную и одну мясную. Приятно, что пиде в Турции пекут с нуля, и не в духовке, а в настоящей печи. В этом кафе все пиде стоят примерно 15-17 лир. Сейчас вы увидите, какие они огромные. Нам хватает одной на двоих. Тем более, что пиде принято подавать с салатом из овощей. В Стамбуле мы видели такие же турецкие пиде. Это популярная уличная еда. Там они продавались на каждом углу по 7-8 лир, но по размеру были вдвое меньше. А были вообще крохотные варианты за 4-5 лир. Пиде бывают с разными начинками. Мясо кусочками, фарш, сыр, картошка, овощи, курица. В закрепленном комментарии оставим ссылку на нашу статью. Мы составили полный гид по турецкой кухне. Там прописали все начинки пиде на русском и турецком языке. К турецкой пицце всегда подают жгучий красный перец, а мясной вариант стоит сбрызнуть лимоном. Очень тонкое тесто, напоминает лаваш такой поджаренный и очень-очень много сыра. Немного похоже на хачапури, но не так жирно. Может быть, на пиццу тоже похоже, но что-то такое очень своеобразное. Именно тесто отличается. Оно, посмотрите, супер-супер тонкое и очень-очень много начинки. Мне нравится. А теперь идем пробовать турецкий завтрак. Он бывает вот таким, подается на тарелке, но мы советуем пробовать правильный турецкий завтрак. Он настолько хорош, что мы сняли о нем отдельное видео. Сейчас перед вами появится ссылка. Чтобы вы не промахнулись с заказом завтрака, мы напишем название обоих вариантов на турецком языке. Ищите в описании к видео. Обязательно попробуйте в Турции буреки. Вот это сигара-бюрек. В тесто завернут творожный сыр. Все это пожарено во фритюре. Хрустящий, солененький, очень-очень вкусный. Обязательно попробуйте. Настало время попробовать турецкий стритфуд. Самая популярная уличная еда в Турции – это кебабы. И самый распространенный из них – донер-кебаб. Выглядит он как, привычная нам шаурма. В лаваше завернуто мясо курицы, там овощи, соус, все очень сочно, иногда бывает остро. Если не любите острое, вот перчик могут положить отдельно. Смотрите, какая здоровая, вот такая вот стоит 10 лир, то есть всего 100 рублей. Это вообще хорошая цена. В Турции очень дешевая уличная еда, и в том числе и шавермы. Посмотрите, что там внутри, как много всего, и все это просто пропитано таким соусом томатно-йогуртовым. Получается очень сытно, сочно, классно. Есть я ее не буду, потому что я не ем мясо. У меня сейчас будет супер вкусный десерт. Посмотрите, какая красота. Это десерт канифе. Его готовят из теста, которое очень похоже на такую вермишельку жареную. Внутри слой козьего сыра, и все это пропитано сахарным сиропом. И подают шариком турецкого мороженого. Сейчас я это попробую. Пахнет очень вкусно жареным тестом. Божественное сочетание вообще. Тесто очень похоже на баклаву, только горячую. И с холодным мороженым. Это просто вообще фантастика. Обязательно попробуйте вот такой десерт в Турции. Запоминайте, это нужно пробовать. Вот он. Вот это красота. Вот это сыр. Такой тягучий сыр, он сладкий,
и с этим хрустящим тестом. Это вообще, это просто фантастика. Это самый вкусный десерт на свете. А теперь переместимся к нам домой, а то на улице уже плюс 40. Сейчас я буду пробовать еще одно традиционное турецкое блюдо, называется чи köfte. Вообще любые котлетки в Турции называют кёфте, а чи köfte это котлетки из булгура. Блюдо вообще очень-очень популярное, и, наверное, в каждом городе Турции есть закусочная, которая специализируется только на чи köfte. Обычно чи köfte подают с листьями салата или с капустой, но вообще вкусно есть с любыми овощами. Мне, например, нравится с помидоркой или вообще просто так. Чи köfte можно заказать в ресторане, съесть его прямо там, либо взять с собой, попросить, чтобы упаковали, либо просто купить в магазине. В магазине стоит примерно раза в 3-4 дешевле, продается вообще повсюду. Вот такая вот упаковочка стоит 4 лиры. На вкус то же самое совершенно, что и в закусочных, поэтому я решила взять вот так. Сейчас на улице жарко, и чтобы не идти в ресторан, я решила взять и попробовать дома, и покажу вам, что это такое. Котлетки всегда делают одной и той же формы, узнаваемые, вот такие вот они, как будто тут пальчиками их прижали. В составе булгур и много специй, поэтому котлетки получаются очень острыми. Никогда не забивайте их водой или газировкой. В Турции всегда к ним предлагают айран. Айран сразу смягчает эту остроту, и у вас не будет вот этого ощущения, что во рту все горит. Чи köfte всегда подают с двумя соусами. Один гранатовый и второй томатный, он тоже очень-очень острый. Если вы заказываете в кафе, вам нужно положить чи köfte на листик салата, затем сбрызнуть это все лимоном, добавить немножко гранатового соуса и немножко острого соуса. Вот так их перемешать. И потом прямо на листике салата положить это и съесть разом. Но если вы едите без овощей, то пробуйте просто с соусами. Мне очень нравится, это сразу ощущается эта острота, хочется запить. Но не такое, что прямо все горит, но такая приятная острота. Котлетки эти всегда подают холодными. Они такие освежающие немножко на вкус, с легкой кислиночкой, остриночкой. Вообще очень интересные, обязательно попробуйте в Турции их, потому что больше вы таких нигде не найдете. Следующее блюдо пробуем на берегу водохранилища. Красота! Это турецкий омлет минимен. Здесь яйца, сыр, помидоры, перец. Посмотрите, какой он симпатичный. Ой, там еще лучок. Он похож на овощное рагу с сыром и с яйцами. Вкусно, свеженько. Мне нравится. Это гюзлеме, турецкие лепешки, их раскатывают в тоненький лаваш и наполняют начинкой, а потом жарят. Я взяла со шпинатом. Хрустящее тесто, начинки много. Мне нравится. Сладкоежкам в Турции надо попробовать баклаву. Обязательно в кафе или в кондитерской, а не ту, что продают в сувенирных лавках. Ни в какое сравнение не идет с тем, что продают в магазинах. Она такая сочная, такая мягкая. Обычно продают сухую и залитую сиропом, просто насквозь пропитанная, сахарная, приторная, неприятно есть. А вот это обалденная, она очень вкусная. Хрустящее тесто, сахарный сироп на цветочной воде, фисташки, невероятно! Одно из самых известных блюд турецкой кухни – Адана кебаб. Сейчас покажем, что это такое. Ставьте на паузу, чтобы посмотреть цены. Тут они хорошие. Заказали 2 апельсиновых фреша. Посмотрите, какие большие бокалы. Это всего за 10 лир. И Адана кебаб. К нему принесли уже салат, огромную тарелку, 2 соуса и большую горячую питу. Этот соус похож на сметану с укропом, но он немножко кисленький, как будто в него добавили лимонный сок. А это томатный соус, похоже, как будто там есть еще баклажаны, чеснок, и он такой остренький, прям жгучий, классно. Адана кебаб готовят из бараньего фарша со специями. Плоскую колбаску лепят на шампур и жарят на огне или на углях. Чаще всего подают именно в таком виде. Кебаб немного острый, но белый соус его смягчает. Вернемся к нам домой.
на десерт. Это одна из необычных турецких сладостей, о которой знают не все. Мы все знаем баклаву, халву, лукум, но пенир хилваси многие даже не слышали об этом. Это сырная халва. Она продается в магазинах, вот в таких коробочках, или в кондитерских. В ресторанах ее пока особо так нигде не предлагают. Сейчас я попробую, что это такое. Удивительно, она пахнет сыром, действительно очень сильно. В составе манная халва. Это как обычная халва, но сделана не из семечек, не из кунжута, а из манки с сахаром. Также тут сахар и натуральный сыр. Но будем пробовать. Я сама первый раз в жизни пробую такое. Это очень-очень необычно. Сыр сладенький. Я даже не знаю, как это описать. Он действительно что-то среднее между халвой, как будто халву взяли, раскрошили, именно вот эту манную халву раскрошили, смешали с сыром, и получилось так очень свеженько, но немножко жирновато, как будто сливочным маслом отдает. Но вот в сочетании с чаем, с кофе будет вообще просто супер. Классно, обязательно попробуйте вот эту штуку. В Турции такой вы больше вообще нигде не найдете. Очень круто. У любителей сыра вам понравится. Поддержите нас лайком, если вам интересны обзоры традиционной еды в разных странах. Будем снимать еще. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить эти выпуски. Это был наш топ любимых блюд, а вы напишите в комментариях, какие больше всего понравились вам, какие захотелось попробовать, и может быть вы еще что-то посоветуете всем остальным. Пока!